Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такая вот машина контактной сварки. Машина контактной сварки заказывалась для производства венков, каркасов венков ритуальных. Заказчик у нас это Владислав. Вот, поедет он в город Чехов. Так как работать они будут чисто по проволоке, поэтому у нас электрод идет плоский. Вот таким образом. Так, по характеристикам данной машины сейчас пробежимся. Это у нас мощность аппарата 4200 ампер, на выходе 5 вольт. Питание питается от 220 вольт. Мощность, то есть питается он где-то 65 ампер потребляет, ток потребления, и 15 киловатт. Вот. Так, по весу аппарат весит 30 килограмм в полном сборе. Отдельно клещи весят около 20 килограмм, и станина с педалью она примерно где-то килограмм 10. Вот. Вес тоже варьируется, потому что вылет разный клещей у машин, и, естественно, вылет у станины этих полозьев тоже по размеру вылета клещей. То есть вес тоже немного он варьируется. Вот поэтому говорю примерный вес. Так, высота габаритная по верху, по самой верхней точке, это 110 сантиметров. Это вот имеется такая ручка. 110 сантиметров высота. Длина у него метр. Длина метр. И в ширину у него 27 сантиметров. Аппарат универсальный. Он может сниматься со станины, открутив 4 винта по бокам. С одной стороны 2, с другой 2. И можно будет его снять. Да, еще вот эту тягу снимается. Один винт откручиваете, вытаскиваете ее через вылет, эту тягу. Вот, и можно будет его снять, либо куда-то перевести, да, для удобства перевозки. Разбирается очень легко. И можно варить с рук. То есть универсальный аппарат. Можно использовать как клещи ручные. Вот, то есть здесь у нас предусмотрена уже рукоятка. И под большой палец здесь у нас есть кнопочка для сварки. Вот, и можно будет варить уже как ручными клещами. Это в крайнем случае, если где-то что-то куда-то надо. А так вот очень удобно для перевозки. Он разбирается полностью. Станина отдельно. Полозья тоже снимаются. У станины отдельно откручиваются для удобства транспортировки. И сами клещи тоже снимаются. То есть это очень удобно для транспортировки. Так, что еще? На педали у нас имеется на конце микрик. При нажатии на педаль вот можно слышать. То есть срабатывает и еще и сварка. То есть руки у вас получаются свободными. Можете держать заготовку и сваривать таким вот образом. Вот. Так, у аппарата встроен контроллер, имеется в комплекте. Контроллер позволяет настроить, тонко настроить это мощность от 20 до 100% мощности аппарата и время от 20 миллисекунд до 2 секунд. Так, также есть у нас здесь термометр, то есть показывает температуру трансформатора первичной обмотки, который в лаке, и температуру нашего контроллера. Так как его трансформатор и контроллер не стоит перегревать, здесь установлена защита от перегрева до 70 градусов рассчитанная. Поэтому следите за показаниями, не превышайте там, я не знаю, если увидите 50 там подходит, лучше пускай он подостынет.
Вот, потому что если достигнет 70 градусов, он отключится, вот, контроллер погаснет, и нельзя будет уже варить. Вот, и пока не остынет градусов на 15, он не включится. А если когда он включится, сразу включится у нас контроллер, все его индикаторы загорятся опять, и можно будет работать. Но еще раз повторяю, лучше не перегревать и работать в нормальном режиме, да, то есть давайте ему немного остыть. Вот. Также здесь у нас есть, это у нас перевод на авто, то есть ручная, вернее, по выставленным показаниям на контроллере варить будет аппарат. И ручная выдержка, это сколько вы нажимаете на кнопку, столько он будет варить. Например, вам надо будет толстый металл какие-то проварить, толстой проволоки, либо что-то разогреть свыше 2 секунд, да, то есть можно будет подержать подольше и приварить, либо разогреть. Так, что еще? У нас здесь имеются на передней панели, это воздушные решетки для вентиляции. Они имеются по бокам и спереди. Спереди они дополнительно еще и обдувают наши кабеля, которые идут к электродам медным, и немного электроды тоже остывают. Так, в принципе, все. Сейчас посмотрим, что у нас на задней части сварочного аппарата. Это у нас располагаются кулеры для охлаждения. То есть они работают постоянно. Если сработает защита, кулеры не отключаются. Они постоянно будут работать и остужать наш трансформатор. Вот. На контроллере имеется свой кулер, также третий. Здесь вот можно видеть его крепление. И у него есть свое даже охлаждение. Вот. То есть постоянно кулеры работают. Как только вы включите, они постоянно охлаждают. Вот. И термометр тоже он будет показывать постоянно температуру. Он не отключается никогда. Так. У нас есть гнездо педали. Есть включатель сети. Ну и выход провода на 220 вольт. Да, подключать лучше провод 6 квадратов сечением, трехжильный. То есть аппарат заземлен, корпус, поэтому пользуйтесь розетками с заземлением. Либо подключать, если у вас нет заземления, то его нужно провести у себя и сделать заземление, так как это уже безопасность оператора. Вот. При работе также желательно и использовать под ногами, положить резиновый коврик. Это тоже по технике безопасности. Да, многие спрашивают, не ударяет ли током, если дотронешься, да, то есть током не ударяет, здесь всего лишь 5 вольт. Вот, ампер 4000, да, но вольтаж маленький, током вас не ударит. Может ударить в том случае, только если что-то произойдет внутри корпуса, какой-то проводок может оторваться или отпаяться, то есть всякое может случиться. Поэтому, если что-то пробьет на корпус 220 вольт, для того, чтобы оператора не убило, желательно использовать заземление. Вот. Подключать провод желательно 6 квадратов. Я вот пробую, то есть на 2,5 квадратов все, аппарат все равно варит. Но желательно аппарату подключать 6 квадратов. Так как аппарат рассчитан, то есть на 15 киловатт, необходимо ему определенное сечение и предоставить. Вот, желательно. Если у вас подключено 4,5, ну, в принципе, тоже пойдет, да, вот. Но на 2,5 квадратах я бы не советовал. Если где-то у вас будет стоять в мастерской аппарат, подвести к нему лучше кабель 6 квадратов, подключить к нему автоматы, подключить к нему сам кабель от нашего аппарата, вот, и уже пользоваться с нормальным кабелем. Вот. Также здесь у нас в комплекте есть вот такая вилочка для того, чтобы подключать его к обычной розетке. Вот, вот на таких клемных колодках он подключается, эта вилка. Клемные колодки почему? Потому что кабель толстый, 6 квадратов, а вилка рассчитана только на 2,5 квадрата. Вот, поэтому
вилочку не подключить 6 квадратов. Поэтому таким вот образом. Вот. Откручиваете колодки и подключаете к автоматам. Это самый надежный вид крепления. Вот, к автоматам там винтовой, и как бы контакт будет очень хороший. Так, по розетке сказал. Да, желательно подключать все правильно. Синий это 0, красный или коричневый это фаза, и желтый это заземление. И в розетке точно так же желательно определить, где у вас какой, да, если будете подключать. Вот здесь у нас на вилке маркером обозначено. L это фаза, N это 0. Желательно так и подключать. Так как у нас 0 подходит, подключен в аппарате напрямую, а фаза, она идет на разрыв, на контроллер. Вот, поэтому желательно подключать тоже его правильно. Вот, контакты, вернее, коробка с автоматами, она будет идти у нас в комплекте. Вот, вешаете ее на стену, подключаете. Клемма заземления там тоже внутри есть. Вот, так что подключаете и пользуйтесь. В комплекте также очки для глаз, защиты глаз. Это наждачка для зачистки медных электродов. Перчатки двойные прорезиненные. Крепление к полу. Это для деревянного пола и для бетонного пола. Визиточка наша. Вот такая вот у нас кнопочка, выносная педалька, можно так сказать. Бывает иногда кому-то пригождается. Подключается в штатный разъем педали. Вот, в принципе, может быть, когда-то понадобится. Не знаю. Некоторые спрашивают. Я сейчас всем ложу в комплект. Вот. И плюс будете распаковывать там, пробовать сладкий такой подарок вам. Так. Что еще? Да, на полозьях у нас имеются отверстия для крепежа к полу. Вот, если вдруг вам не понравится такой вот вид исполнения. То есть сейчас стоит регулируемые опоры. Вот, винтовые. Сзади у нас есть опоры откатные, колесики. Вот, и можно выставить по уровню, чтобы, например, не качался. Потому что пол не везде в уровень сделан. Поэтому сделан таким образом, чтобы можно было подрегулировать, подкрутить уровень. Вот, если вдруг так не понравится такой вид крепления, да, вернее, на опорах можно выкрутить все это дело, снять задние откатные опоры, и везде имеется отверстие, в которое можно закрепить к полу намертво. То есть аппарат уже будет неподвижный. Вот таким вот образом. Но если у вас, в принципе, вас устраивает, можно оставить так. Можно взять, например, да, взять за вылет, нижний вылет, приподнять его и, например, куда-то откатить. Да, это очень тоже так вот, в принципе, удобно. Вот. А можете оставить так. Это уже на ваше усмотрение. Так, сейчас мы его включим и будем проверять. Так, включили мы его. Сразу включился у нас контроллер. Включились у нас индикаторные лампы, замигали. Питание — это просто горит лампа. Состояние оно моргает. Это нормально состояние. Педаль она горит постоянно. При нажатии на педаль лампочка гаснет на момент нажатия. И индикатор лампы сварка, она загорается на момент, сколько у вас происходит сварка. Например, секунда, 2 секунды, да, или пока вы на ручной выдержке держите, она тоже постоянно горит. То есть она, индикаторная лампа, моргает во время сварки. Так, по времени, как я уже говорил, регулируется от одного периода. Один период — это 20 миллисекунд. 50 периодов — это 1 секунда. И 99 периодов — это 2 секунды. Мощность в процентах от 20 до 99. То есть очень тонкая регулировка. Можно настроить очень тонко. Можете уже по своей работе, как нужно будет вварить проволоки, да, можно будет смотреть, играться уже мощностью и временем.
и добиваться, ну, можно так сказать, идеального варианта, какой вам подходит больше. Либо сильно очень вплавлялось в друг друга, либо не очень сильно, но уже смотреть по работе, вернее, настраивать будете. Так, по температуре мы видим, что здесь моргает. Китайцы сделали так, что показывает и вольтаж. На вольтаж не обращать внимания, это питание кулеров и термометра. Здесь необходимо смотреть на температуру. Температура показывает 28 градусов. Да? Вот. То есть это температура помещения, так скажем, где он стоит. Поэтому сейчас в данный момент показывает вот 28 градусов, так как мы на нем еще не работали. Когда начинаем работать, температура, естественно, будет расти. Вот, и наблюдайте за показаниями, не превышайте. Вот, 70 градусов это уже критичная, она может отключиться. Вот, в принципе, и все. Сейчас стоит на нейтрале, то есть у нас при нажатии на кнопку трансформатор не гудит. Вот, при включении на кнопочку, то есть переводим его в режим контроллера по выставленным параметрам, он будет у нас варить. То есть 2 секунды и на 100% мощности. То есть нажимаем, палец убираем, и он будет отрабатывать 2 секунды по контроллеру. Вот, то есть мы видим, здесь лампочка горела, контроллер работал, трансформатор гудел. Вот, и не нужно пальцем держать или там что-то, то есть он варит по контроллеру, только заданное параметрам, то есть по времени и по мощности. Вот нажимаем. Вот таким вот образом. Если мы переводим в ручной режим, то при нажатии на кнопку, то есть он будет гореть, индикаторная лампа, и трансформатор будет работать, то есть сварочный аппарат, столько, сколько вы держите кнопку. Вот, в принципе, такой у нас такой принцип работы. Вообще у любого контактного сварочного аппарата, у машин контакт сварки, у них есть режим работы, то есть 10 минут. В эти 10 минут входит 3 минуты работы, 7 минут отдыха. 3 минуты работы, 7 минут отдыха. Если вы видите, что у вас такой режим, да, то есть не сварка перегревается, можете работать 5 минут работы, 5 минут отдыха, 5 минут работы, 5 минут отдыха. Вот. Но хочу сказать, что за 5 минут точек можно сделать много. Вот. Если такой режим вас тоже не устраивает, то смотрите по показаниям. Ну, то есть вы работаете, варите, да, сделали там, может быть, 10 минут поработали, смотря опять какая толщина проволока. Если он у вас по термометру смотрите не перегревается сильно, то можете работать, да, и 10 минут, там, грубо говоря, 15 минут, но потом нужно будет ему опять же остыть. Эти же там 10, я не знаю, 15 минут ждать, пока он немного подостынет. В любом случае. В принципе, все. Сейчас мы его поставим камеру на штатив и попробуем приварить проволоки 5 миллиметров сечением оцинкованные. Здесь вот у меня заказчик тоже приносил, приезжал с Пензы, тоже он варит венки, каркасы, и вот такую проволоку привозил, пробовал. Понравилось ему, сразу же заказал. Ну вот проволока осталась, я на ней и постоянно пробую. То есть вот можно видеть прошлый раз, когда я пробовал сваривать, ну, наполовину проволока вваривается друг в друга. То есть ее оторвать невозможно, только резать болторезами, я не знаю, кусачками такими мощными. Вот поэтому. Вот сейчас мы ее попробуем приварить. Да, и пару слов хочу сказать еще о корпусе данного сварочного аппарата. Помогли мне его сделать ребята с компании ООО «Диак». Это
корпус выполнен на станке лазерной резки с дальнейшей порошковой покраской, гибко. То есть все у них, я их заказал, этот корпус, они мне помогли его. Что-то там какие-то в программе подкорректировали мне некоторые отверстия, где что можно было поправить. Вот. Нарезали мне корпуса, покрасили, загнули, где мне нужно было. То есть замечательная компания. Если что, обращайтесь, вот, звоните. Номер телефона будет прикреплен также внизу. Лазерная резка. Также они занимаются любым видом обработки металла. Лазерная резка, гибкая, порошковая покраска, любой цвет и фактуры. Также это их не единственная работа, также они изготавливают, у них есть своя производственная база по производству бактерицидных ламп, люстр Чижевского и рециркуляторы, то есть очистители воздуха. Вот, то есть они занимаются производством вот медицинского еще оборудования. Также они могут вам сделать на заказ и любые корпуса, какие-то электрощитки полностью, как бы, так скажем, под ключ, да, с дверцами, с уплотнителями, со всякими дополнительными нужными креплениями в этих щитках. Вот, так что обращайтесь в эту компанию Диак. Располагается она у нас в нашем городе, город Саранск, Республика Мордовия. Номер телефона также прикреплю я внизу в описании под видео будет все это дело. На них ссылочки, на их сайт. Также можете их найти в интернете, набрав в поисковике Диак. Вот, это будут они. Так, камеру поставили на штатив. Ну и сейчас мы приварим пятерочку, да, друг к другу. Так, мощность мы поставим, наверное, процентов 90. Так, и по времени мы убавим, наверное, где-то 40 периодов. Поменьше полсекунды. Вернее, поменьше секунды поставим. Секунду у нас 50 периодов. Мы поставим на 40 периодов. Мощность 90. Так, ставим наши проволоки на медный электрод, на нижний. Нажимаем на педаль. Дожимаем до пола и ждем, пока сработает. Вернее, переводим сначала на автоматический режим, то есть это варит по заданным параметрам контроллера. Вот, не забываем. Вот, нажимаем на педаль, дожимаем до пола, и он начинает варить. Вот, то есть мы видим, прошла сварка. Как я уже и говорил, то что у нас проволока в проволоку варилась уже наполовину. Вот можно видеть такой результат. По мощности можете либо убавлять еще в процентах мощность, либо по времени. Смотрите сами, как по работе, как вам лучше для работы именно вот с каркасами, да, сваркой, как вам лучше работать. Какая толщина проволоки, тоже можете там уже убавлять по мощности или по времени, уже смотрите. То есть вы как будете работать, вы уже приноровитесь и уже будете знать, на какой мощности, на каком времени та или иная проволока уже варит. Вот. Вот сейчас мы возьмем пассатижи и попробуем его оторвать. Здесь у нас проволока горячая стала. Вот. Кусочек короткий, поэтому его неудобно будет гнуть. Проволока толстая, пятерка. Вот. Как лучше даже взять? Ну, где-то примерно так.
То есть мы видим то, что проволока не ломается вместе с свара. То есть приваренная точка держит проволоку просто отлично. Вот. Таким вот образом. В принципе, все на этом. Я долго показывать ее не буду. То есть, если бы было у меня, например, ее очень много, в большом количестве этой проволоки, можно было бы, например, их и, так скажем, не в квартире, а где-то в мастерской показать уже, ну, серию точек, да, то есть несколько проволок приварить друг к дружке, штук 10, 15, 20, вот, но, то есть здесь летят искры, как бы не хочу портить ламинат, вот, но в любом случае варит он отлично, запас мощности у этой сварки приличный, как мы видим, вот, держит он отлично. Вот, в принципе, все. По мощности, как я уже и говорил, нужно смотреть, регулировать, как будете работать с каким металлом, вот какая толщина проволоки, и уже смотреть и регулировать по мощности, либо по времени. Так, в принципе, все. Сейчас вот мы провели одну точку, градусы поднялись с 28 до 29, можно видеть, да, 29 градусов. Вот примерно таким вот образом. Ну, в принципе, это нормально. Так что смотрите, не превышайте и работайте в нормальном режиме. Так, ну, вроде бы все рассказал об этом аппарате. Сейчас мы его пакуем и отправляем. Вот. Также мы делаем аппараты на заказ любой мощности, любой вылет клещей, различная длина нижнего электрода, то есть для сварки вентиляционных систем, дымоходов, ливневых систем. То есть высота нижнего электрода там уже от 30 миллиметров вот, идет. Поэтому любая высота нижнего электрода делаем. Вот, как я уже говорил, любая длина вылета. Вот, с педалью, универсальные аппараты различной мощности. Вот, поэтому смотрите, переходите на наш канал, подписывайтесь. Вот, также у нас есть видеообзоры на нашем канале, наша группа ВКонтакте постоянная, куда мы скидываем все заказы, которые мы видео снимаем по заказам, по аппаратам, и скидываем в ленту новостей. Можете перейти посмотреть, также подписаться на нашу группу ВКонтакте. Вот. Все ссылочки будут внизу в описании под видео. Также я номер прикреплю здесь внизу видео, если кто-то хочет заказать себе подобные аппараты, машины контактной сварки, универсальные. То есть они снимаются со станины, можно варить как ручными клещами, также и легко транспортировать куда-то. Можно положить, все это дело умещается в багажник легкового автомобиля, полностью весь этот аппарат. Эти клещи умещаются в станину, вовнутрь станины, полозья снимаются, педаль поднимается, тяга снимается. То есть все это очень удобно, все транспортабельно. Вот, вес не очень большой, вот, все отлично. Вот. Также мы делаем на заказ выжигатели эксклюзивные, выжигатели-резаки нехромой проволокой, выжигатели молний. Вот, можете перейти также посмотреть. Вот, регруверы, пассиваторы, вот, и всякие такие электронные приборы. Да. Можете зайти, посмотреть на нашем канале, подписаться. Вот. Также у нас есть резервный канал, это Яндекс.Зен, Рутюб, Телеграм, на случай, если заблокируют YouTube у нас в России. Поэтому переходите, подписывайтесь на наши резервные каналы. Все видео мы дублируем и на тех каналах, на российских. Вот, поэтому все ссылочки будут в описании под видео. Вот, либо можете написать Maklet, либо Maklet Plus в поисковике, в строке поиска в YouTube, либо в других наших каких-то ресурсах, да, Рутюб, Яндекс.Дзен, вот, ВКонтакте, вот, и нас можете найти. Вот, в принципе, все. На этом, наверное, закончим.
Вот, до новых встреч. Пока-пока.